Всем привет! Вы снова на канале Дентунинг. И как и обещали, сегодня мы займемся устранением шумов трансмиссии в нашем талибанском Минске. Друзья, привет! Именно так начинается первый ролик с началом изысканий по доработке сцепления мотоцикла Минск. Мы тогда еще не знали, во что все это перерастет. Мы просто хотели поставить новую корзину сцепления и цепь, чтобы убрать неприятные шумы, которые доносились из-под крышки сцепления. Мы определили, что причина неприятных шумов – это цепь, прослабленные ветви которой болтаются и издают неприятные лязгания. Пробовали, поджимали нижнюю ветку, и звуков сразу становилось меньше. Пробовали вообще без цепи и корзины. Мотор заработал тихо, как японский скутер. Вот это звук, да! Вот Минск должен работать вот так. Черт, вообще мотора не слышно. Я Лена. Федоров Сергей. Он прям офигеть какой классный. Друзья, а я рекомендую вам YouTube канал Моторолик. Канал официально поддерживается Тульским мотоциклетным музеем, в котором более 400 мотоциклов. Сейчас на канале идет обзор более 40 моделей тульских мотороллеров, в основном экспериментальных моделей. Уже сейчас у ребят идут съемки следующей серии – довоенные немецкие мотоциклы. Подписывайтесь и поддержите ребят, чтобы они смогли снять все экспонаты мотомузея. И кататься я на нем буду вот так. К нашему сожалению, замена деталей ничего не дала и даже усугубила неприятные впечатления. Новая цепь оказалась хуже растянутой родной. Корзина восьмерит и в нее не лезут диски сцепления. Новые запчасти хуже родных БУ. С этой проблемой встречается каждый, кто пытается отремонтировать свой мотоцикл Минск или любой другой советский. Поэтому мы задумались, как с этим можно бороться и переломить неприятную ситуацию. Ради эксперимента пробовали ставить шестерни вместо цепи. Это были шестерни, которые когда-то делали картингисты специально для Минска. Самодельная алюминиевая корзина была сделана под стандартные диски сцепления. В целом нам понравилась работа такой трансмиссии. Хоть прямозубые шестерни и издают визг, этот звук тише и приятнее родного лязгания. К сожалению, эти детали тоже оказались бракованные, поэтому они и не задержались на картинге. Конус на ведущей звезде просажен, и звезда упирается в подшипник, а в корзине вообще промахнулись с пазами под диски. Так что сняли и продолжили думать, как быть, что делать. Смотрели и делали обзоры корзин редких мотоциклов Минск Триал и Мотобол 250. Посмотрели устройство сцепления двоюродного брата Минска, мотоцикла ГДРовского происхождения МЗ-150. Примеряли корзины от китайских питбайков. Все-таки мы думаем о том, как можно было бы нам изменить эту систему таким образом, чтобы сделать ее лучше. Значит, мы подумали еще над еще одним вариантом. Это сцепление здорового человека. Все импортные корзины делаются демпферными. То есть смотрите, как все просто, как выглядит звезда. Посмотрите, как элементарно. Просто в ней пропилено 7 отверстий. Она легкая и снаружи зубчатый венец. А корзина, она имеет выступы и имеет резиновые вот такие демпфера, которые как раз и помогают сглаживать вот эти крутильные колебания. Вот эта корзина китайская, она имеет немножко другое устройство, чем минская. И устанавливая ее, можно отказаться от выжимного механизма в правой крышке минской. Вот здесь прям в этой крышке выжим, как, например, вот в этой китайской крышке, это крышка от питбайка. И эта система очень простая. Здесь стоит пятачок нажимной. Тянется тросик, и все, и пятачок нажимает на корзину. Вот такая система. Она простая, и если заложить все эти размеры вот в эту отливку, можно легко сделать такую крышку, воспользовавшись вот этими готовыми деталями от китайских мотоциклов. Есть тут, конечно, много всяких нюансов. Во-первых, она не лезет вот в эту крышку даже, то есть тут надо увеличивать, делать больший диаметр в крышке. Потом нужно сращивать вот эту всю систему с родной внутренности минской корзины. Сделали на миллиметровке черты крышек минских моделей мотоциклов. То есть вот это полный радиус, это 315, вот этот вот, соответственно, 312, и вот этот вот 3227. То есть, по сути, все остальные крепежные элементы, кикстартер, у них все находятся в одном и том же месте. Так что вот, ну, все как бы, все даже на мотобольном Минске это все то же самое, только немножко разные крышки. Имея вот эти все в наличии запчасти, детали, можно приступить к стадии проектирования крышек, корзин, звездочек и всяких прочих интересных штук.
И мы начали этот процесс, только немного с другой стороны. Пока будут проектироваться и рисоваться чертежи, решили освоить технологию литья алюминия. Так как наша цель изготовить доработанную трансмиссию, то за объект отливки мы, естественно, взяли крышку сцепления от мотоцикла Минск Триал. Наша новая крышка внешне будет на нее похожа, но со своими нюансами. Мы пробовали лить в песок с жидким стеклом. Конечно, с первого раза не получилось. И со второго, и с третьего. Это же обучение. Даже если послушать все советы и посмотреть все ролики в YouTube, первые несколько раз будут ошибки. Литье алюминия – сложный процесс, и в него надо погрузиться с головой. Вникнуть в тонкости не только литья, но и формовки. С четвертого раза у нас все-таки получилось сделать две качественных отливки крышки без дефектов литья. Но все еще оставались вопросы по формовке, которые получилось раскрыть, когда мы начали формовать корпуса лепестковых клапанов. Так что я уверен, что к отливке новой крышки мы подойдем уже осознанно. Могу с уверенностью сказать, что это первый проект такого уровня на канале Dent Tuning. Тут мало одного желания и своих рук. Для того, чтобы нарисовать чертежи крышки для 3D печати или фрезеровки, я обратился к Федору. Это наш земляк, мотоциклист. Он своими руками собрал фрезерный ЧПУ станок, работает на нем и очень хорошо знает тему. Он подался на заработки в Москву, и все моменты по размерам и непонятным местам мы обсуждали по интернету. И в конце концов чертеж крышки появился. Деталь сложная, и чтобы ее качественно прорисовать, надо много времени. Тем более, что надо сделать не просто чертеж или эскиз детали, а чертеж мастер-модели, по которой потом будет отливаться сама крышка. И вот тут есть свои особенности. Чтобы мастер-модель хорошо вынималась из песка, она должна иметь уклоны во всех элементах внутри и снаружи. Это, естественно, усложняет процесс ее прорисовки. Федору огромная благодарность, что он нашел время и помог с чертежами. Еще хочу поблагодарить нашего постоянного зрителя и друга Евгения Собнинска. С ним мы начинали чертить эту крышку, но большая загрузка на производстве не позволила ему продолжить работу по ней, и я обратился к Федору. Женя, благодарю, что не отказал в помощи. Чуть-чуть, но ты свою лепту внес в этот проект. Моя супруга Елена тоже внесла свой вклад, причем самый непосредственный. Она потом делала почти все скругления на острых углах и стыках этой крышки. И логотип тоже ее работа. Целую и обнимаю тебя, родная. Теперь, когда чертежи готовы, я обратился к своему коллеге, с которым когда-то вместе ремонтировали мотоциклы. У него есть 3D принтер, и он согласился напечатать модель. Размеры рабочего поля его принтера не позволяли напечатать крышку полностью, поэтому разделили ее на две части. Вначале начали печать АБС пластиком. Деталь очень сильно повело, оторвала от стола, и она потрескалась от напряжения. По совету Данияра купил катушку пластика PLA+. Он вроде как дает меньшую деформацию, и пошла печать. Мне удалось во всех деталях посмотреть, что такое 3D печать. Вначале идет настройка принтера. Надо правильно подобрать температуру подогрева стола, температуру пластика. И если что-то неправильно, то пластик отваливается от стола и нормальной печати не будет. Все эти настройки делаются опытным путем, и опыт хозяина принтера решает все. Стенки детали печатали полностью без пустот, для того, чтобы потом, если что, можно было доработать напильником. А дорабатывать придется в любом случае, ведь 3D печать не дает гладкую поверхность.
Хозяин уже сбился со счета, сколько денег он потратил на доработку этого дешевого китайского принтера, и бюджет уже намного превысил первоначальную стоимость. Несмотря на то, что мы разделили деталь на две части, этот размер, видимо, все равно оказался великоват для этого принтера. Одна деталь печаталась 72 часа, и под конец печати начал забиваться жиклер, через который идет пластик, даже несмотря на то, что он уже улучшенный, титановый. Обе детали получились с браком, но не критичным. Они получились ровные и прочные, от стола их не оторвало. Учитывая то, что на печать двух деталей ушло в сумме 2 недели и почти целая катушка пластика, я решил не перепечатывать. Все равно их надо будет дорабатывать, так что подмажу и подшпаклюю. Данияр, тебе огромная благодарность за участие в этом проекте. Вот они, две половинки, и теперь давайте рассмотрим получше, что получилось. Особенность по этой крышке – это то, что она сделана под большую корзину и выжим сцепления. Внутри есть приливы под нажимной механизм. Как это будет работать, покажу чуть позже. Прежде чем склеить две половинки, надо заделать косяки печати. Переднюю часть залью эпоксидным клеем, а тут недостающую часть напечатали отдельно. Ее надо подогнать и приклеить. Да и вообще всю крышку надо зачистить, не только в местах, где была поддержка на нависающих элементах, а всю по кругу. Вот тут еще и какой-то горб получился. Походу в чертежах какая-то ошибка получилась. На притирочной плите посмотрел плоскости. В целом скажу отлично. Есть небольшие просветы, но это все потом притрется. Предварительно немного притер, и теперь можно заняться исправлением дефектов печати. Струбцинами прижал крышку к плите, чтобы свести к минимуму деформацию, и подклеиваю снизу малярную ленту, чтобы клею некуда было деваться. Клей обычный эпоксидный двухкомпонентный. Смешиваем, заполняем пустоты на крышке. Потом приклеиваю еще снаружи и добавляю клея в торец дефекта. И теперь, пока клей твердеет, можно заняться второй частью. Получилась она слегка граненая, и эти грани надо будет сгладить. Предварительно я сглаживаю грубым напильником. Помимо граней есть еще и слои печати. Надо сделать так, чтобы их не было и крышка была гладкая. Клей застыл, и можно убирать ленту. К моему удивлению, эпоксидный состав застыл достаточно быстро. Как видите, передняя часть крышки не только получила сильный дефект, но и часть крышки получилась рыхлая и мягкая, в отличие от остальной части крышки. В целом этот пластик подходит для моделирования. Деталь крепкая и хорошо обрабатывается. Еще один раз мне пришлось нанести эпоксидный состав в это место, и дальше пошла механическая обработка. Убрал бугор с внутренней стороны крышки и начал обработку всех поверхностей. Где надо, сразу стал делать уклоны для лучшего извлечения модели из песка и, конечно же, улучшения шероховатости поверхности. Для склеивания многих пластиков есть специальный дихлоретановый клей. Стружку, которая появилась в процессе обработки напильником, я залил этим клеем. При тщательном перемешивании пластик растворяется, и этот состав отлично склеивает.
Прилив под тросик пришлось отпилить. Неправильно я его расположил. Недостающие элементы на задней части крышки тщательно подогнал и приклеил по месту, чтобы все было максимально ровно. Приклеивается быстро, держится крепко, обрабатывается хорошо. Теперь засвечу самое интересное. На шестеренном приводе будет установлена корзина от питбайка. На нее надо давить снаружи, чтобы выжать сцепление, а не изнутри, как в оригинале. Поэтому весь выжимной механизм я буду использовать как на питбайке. Только его отзеркаленную копию, потому что на питбайке этот механизм стоит справа. И если поставить его слева, то выжимать надо будет назад по ходу движения, что неудобно и усложняет конструкцию. Выжми всего две детали: шток и грибок, который давит на подшипник. На доработку крышки ушло больше всего времени. Для обработки использовал две буромашинки, одна из которых электрическая дека и пневма для снятия грубых припусков. Не обошлось без шпаклевки. Покупал специально для пластика. Держится хорошо, обрабатывается как обычно. Добавил прилив у отверстий. Добавил прилив под трос сцепления. Везде сделал скругления и уклоны. Использовал напильник, надфиль и наждачку. Когда обе половинки крышки доработаны, можно приступать к их склейке. Технология та же. Опилки пластика и дихлоретан. Подогнал на моторе, все приклеил, и теперь надо тщательно доработать места стыков. После завершения механической обработки я решил еще загрунтовать крышку. Несмотря на то, что при печати мы давали припуск по размерам, по итогу получилась крышка четко в размер. А для литья мастер-модель должна быть немного больше, чтобы после усадки алюминия стать нужного размера. Грунта можно добавить несколько десяток. После грунтовки получилась вот такая красота. Надо только срезать малярную ленту, которой я заклеил буквы, чтобы не уменьшались от грунта внутренние элементы.
Теперь задувая грунт с баллончика, и все, крышка готова к формовке. На этом все. Ставь лайк, если хочешь увидеть эту крышку уже в металле. Поддержи комментом и репостом. Благодарю за просмотр и до новых встреч на канале Dent Tuning. Пока!